Всех приветствую. ПМН-2. Одна из самых распространенных противопехотных мин нажимного действия в мире. Произведено их миллионными партиями, миллионами. Стоят они десятками и даже сотнями тысяч, если учитывать в рамках фронта. То есть там на направлениях, на отдельных их там ставят по десятками тысяч. То есть в большом количестве. Сейчас ПМН-4 тоже начинают использовать, тоже в приличных количествах, но ПМН-2 используется разными сторонами конфликта, поэтому одна из самых распространенных мин, которая будет нам очень долго еще попадаться. Мина окончательно снаряжена. Чтобы привести ее в боевое положение, просто необходимо провести одно действие. Вот за этот чеку необходимо свернуть проволоку. То есть неважно, по часовой или про часовой, просто нужно вот эту контровочную проволоку сорвать. И вытянуть ее на себя. И тем самым инициировать механизм дальнего взведения. Вот тут у нас уже, то есть такую же боевую мину мы разобрали. Кольцо снимается, оно на резьбовое, оно может сниматься, в принципе, нормально, но периодически его очень сложно снять. И вот есть прижимное кольцо у нее, потом сверху идет вот такое вот колечко, резиновая вставка с жестким кольцом. И вот теперь тут датчик цели. Датчик цели тут вот имеет центральный шток. А усилие на края обеспечивает то, что вот эти вот, видите, петельки. То есть если надавить здесь, он упрется вот на эту петельку и надавит на центр. Снимается вот эта крышечка. То есть вот ударник, вот он сделал. Ну, тут видно следы еще взрывчатого вещества. И вот так она выглядит внутри. Мы болты сняли. То есть тут еще вот эти вот болты, они удерживают данную крышку. А под данной крышкой находится движок с капсулем. Механизм дальнего взведения представляет из себя вот такой, называется он там сильфон. То есть, по сути, такая гармошка с сжатым воздухом. Когда я его сейчас удерживаю, потому что он начнет выпрыгивать, а его удерживают вот этой крышкой. Я удерживаю. То есть мы ломаем проволоку. И вот смотрите, вот шток. Видите, вот этот шток, он удерживает вот этот вот рычаг. Вот здесь, вот там внутри. И когда мы вот этот шток сейчас, внимательно. И когда мы вот этот шток сейчас потянем на себя, у нас этот ударник, вот этот блокиратор начинает подниматься вверх. И он упирается, и там сжатый воздух. И воздух потихонечку сдувается, и вот данный блокиратор постепенно начнет подниматься вверх. В штатном режиме это достаточно быстро происходит, порядка там 30 секунд. Вот, видите, опять прожался. Давайте подождем. Вроде я отверстие для воздуха не перекрыл. Потом разберем его внимательно. Давайте-ка я пока накрою крышечкой, чтобы у нас соскочит. Ладно. Уберем. Нет, ползет он. Вот он приподнимается уже. Когда он выйдет, он разблокирует движение хода. То есть он должен встать вот в этом положении вверху. И разблокирует ход движка. Ждем. Поднимается. Поднимается. Все. Он уже разблокировал. И заметьте, он разблокировал ось, и теперь движок может пойти вперед, но он не идет. Почему? Сейчас я удаляю данный механизм сильфона. Вот так это выглядит. Внизу пружина, которая давит вот на это основание. А вот здесь, вот видите, она уже в сжатом состоянии. Тут вот в этой был воздух. И он пытается давить снизу, на нее пытается, и не может, потому что там сжатый воздух и маленькое отверстие, через которое он выходит. И вот, разблокировав ось таким образом. Теперь, если
Вот тут механизм. Вот там боевой уступ. Находится иголочка и боевой уступ. Сейчас. И он упирается в него. Вот. Ну, давайте сейчас рассмотрим с точки зрения деактивации. Данная мина у нас сейчас находится в боевом состоянии. Чтобы ее привести в безопасное положение, да, то есть можно начать с выкручивания промежуточного детонатора, который находится вот здесь вот, да, специальным ключом открывается. Сейчас мы поставим его. И тут промежуточный детонатор. Резиночку уплотнительную мы убираем каким-либо предметом и вытряхаем промежуточный детонатор. Все, теперь, если мы нажмем на датчик цели, движок встанет вперед и сразу произойдет хлопок. То есть в боевом положении у нас все так и стоит. Все так и стоит. Ход движка перед ударником идет в момент нажатия только. И теперь начнем с того, что я более рекомендую делать при обезвреживании. При обезвреживании я рекомендую начинать, я просто сейчас придерживаюсь, потому что тут крышки нету, вот с данного узла. Не с промежуточного детонатора, а с данного узла. То есть, во-первых, чтобы открыть вот это, нужен специализированный ключ, да, там, либо каким-то там шестигранником большим там можно сделать, либо ключом прямым. Вот такую крестовину можно пассатижами. И мы откручиваем. Выкручиваем данную заглушку. Все, она вышла. Убираем данную заглушку. Убираем данную пружину. Убираем ударник с капсулем. И теперь, демонстрирую. Да, прошу обратить внимание, но, пожалуйста, так не делайте. Данная разборка была произведена на полностью боевой мине. Боевой капсуль, боевой промежуточный детонатор. Да, если бы случайно произошел бы удар здесь, взрывчатое вещество на месте, но, как говорится, работают профессионалы. И мы сейчас прожимаем. У нас же этого движка нету. Окей, я имитирую. Смотрите, давлю я... Давай наоборот. Давлю вот сюда. Вот сейчас я давлю сюда, видите? Давлю, ничего не идет. Я прожимаю. И он проскакивает вперед. То есть в момент прожима проскакивает вперед вот данный движок. Теперь рассмотрим, как он состоит. Опа, капсуль. Уберем. Так, у нас капсуль по этому полоску. Это вот так. Это вот так. Вот так у нас установлено все внутри. Видите, под ударником угол. Да, сейчас. Под ударником вот этот выступ под ним. И ударник, в отличие от ПМН-1, удерживается не каким-то выступом, а он удерживается за гладкую часть. Чтобы его поставить на место, это можно сделать вот такую операцию. Можно прожать и его задвинуть. Ну, сейчас он опять проскочил, да. Опа, видите? Я прожал, чуть подвинул. Теперь опять я прожимаю. Сейчас. Опа. И задвигаю. То есть он не упирается, он держится
за счет той пружины. Она просто давит на него, и он удерживается в своем канале. Так вот, данный движок вот этим выступом упирается вон в тот выступ. И поэтому он не может пойти вперед. Он упирается в него. А когда мы нажимаем на датчик цели, данный выступ уходит вниз, освобождает ход ударника. Вот по этой линии ударник, иголка ударника проходит, доходит до этого окна и попадает в капсуль. Взрывается капсуль, он через вот это окошко инициирует промежуточную шашку, которая установлена. А промежуточная эта шашка заводит взрывчатое вещество. Вот такой интересный конструктив по мини-ПМН-2 на конкретном боевом примере, на боевой мине. Ну, чтобы не было там вопросов, а там учебная, она полностью аналогична. Вот, пожалуйста, вот боевая мина. Вот из каких частей она состоит. Как вы можете видеть, металлических частей здесь, очень много. Поэтому, в принципе, любым там маломальски там приличным металлоискателем она ищется, прям очень хорошо. Поэтому знайте конструктив, не допускайте ошибок и берегите себя.